Это канал творчества для всей семьи. Сегодня будем экономить дорогую массу для лепки. Покажу, как сделать вазу под керамику из стеклянной банки. У меня литровая стеклянная банка. Обезжириваю ацетоном. Окрашиваю акриловой краской. Из гофрокартона вырезала 3 полоски шириной 8, 6 и 4 сантиметра. И еще одна полоска. По высоте горловины у меня 2 сантиметра. Высоту банки нарастила пластиковой крышкой. Теперь всю заготовку покрываю не толстым слоем массы папье-маше. Здесь подойдет самая простая масса папье-маше из яичных лотков. Я делаю массу папье-маше из офисной резаной бумаги. Ссылка в описании. Заготовка полностью высохла. Приступаю к следующему этапу. Покрываю заготовку тонким слоем массы DAS терракотового цвета. Смачиваю водой для лучшего сцепления материалов. Масса сохнет очень быстро, поэтому работать буду по частям. Сначала одну половинку вазы, а затем другую. Эту печать я сделала из старой сережки. Накрываю заготовку влажной салфеткой.
Для того, чтобы вынуть отпечатки из молда, мне пришлось их заморозить. Точно так же листья на свечке отправились в морозилку. Но если использовать массу фирмы Jovi, морозилка не понадобится. Смачиваю водой места, где приклеиваю листики и ягоды. Заготовка полностью высохла. Окрашиваю акриловыми красками. Мокрой кистью коричневой краской делаю тени во всех углублениях. И тут же смываю влажной салфеткой излишки краски. Листья и ягоды окрашиваю в несколько слоев, от темного к светлому. По краям листьев и центру добавила коричневую краску. Сухой кистью
На ягоды и листья добавляю немного света сливочной краской. Кое-где добавляю сухой кистью точечные мазки сливочного цвета. Покрываю акриловым лаком. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!